Друзья, приветствую вас. Это дневное включение. Курс доллара, курс евро, курс рубля. Что происходит в мире, какие макроэкономические события, что нам ждать сегодня до конца дня. Так, ну что, сегодня Евросоюз объявил свое решение по ставкам. Помимо этого вышли данные по числу первичных заявок на получение безработицы в США. Негативные данные, но немножко хуже, чем планировалось. В общем-то, это страшно, но не ужас совсем. Так, давайте относительно решения ЕЦБ мы сейчас с вами детально рассмотрим, что они там напринимали. Так, но объем помощи увеличен еще на 600 миллиардов евро. Таким образом, он достиг суммарно 1 триллион 350 миллиардов евро. Ну, это очень хорошо, это очень мощно. Для еврозоны это подмога весьма существенная. Так, ну здесь еще обращается внимание, что будет сделан больший упор на поддержание реального сектора экономики. То есть вопрос, связанный с контролем инфляции, он встает на второй план. То есть самое главное, чтобы экономика Евросоюза удержалась на плаву и восстановилась. То есть это говорит о том, что если что, они, во-первых, могут еще денег выделить, это раз. Во-вторых, выкуп различных долговых инструментов будет проходить достаточно несложно. Так, ну второй пункт, что покупки будут проходить, по крайней мере, до конца июня 2021 года. Если надо, то этот срок будет продлен. Так, выплата основного долга по выкупленным бумагам, это третий пункт, будет продлен до конца июня до конца 2022 года. Если нужно, опять же, пролонгация будет проведена. Так, четвертый пункт. Здесь ежемесячные покупки активов на 20 миллиардов евро. И если нужно, будут выделяться дополнительно 120 миллиардов евро. Но это достаточно хорошие условия. 120 миллиардов евро до конца года могут быть выделены дополнительно. Так, ну в общем-то во главу будет ставиться поддержание ликвидности и функционирование экономики и предприятий, которые поддерживаются. То есть могут идти навстречу в части и выкупа долговых инструментов на каких-то более щадящих условиях и в части реинвестирования денежных средств. Так, процентные ставки для рефинансирования остается 0%, для коммерческого или маржинального кредитования 0,25%, для размещения депозита минус 0,5%. Так, ставки остаются такими же до того момента, пока не будет приближения к инфляции 2%. Далее по решению ЕЦБ процентные ставки могут быть пересмотрены. Ну и, соответственно, будет гибкий подход к тому, чтобы поддерживать предприятия, менять процентные ставки. То есть ЕЦБ и Евросоюз серьезно озадачились той проблемой, которая возникла по факту пандемии, и готовы печатать денег ровно столько, сколько нужно для того, чтобы экономика сначала удержалась на плаву и потом успешно восстановилась, если такое произойдет. Однако всея немецкий индекс DAX не очень позитивно отреагировал, то есть он позитивно реагировал, пока ожидалось решение, и по факту его принятия начал постепенно сползать. Так, ну вчера накануне решения у DAX был локальный максимум. Так, теперь что касается реакции S&P. Но S&P у нас сегодня проседает. Вчера он немножко не добил 3130. Вот, это не очень, конечно, хорошо. Это означает, что, ну, скорее всего, мы будем какое-то время сейчас колебаться. То есть еще не сделан ни отбой от уровня по-нормальному, чтобы начать корректироваться, ни попытка пробоя и ухода наверх. Так, ну вот сейчас у нас развивается все-таки попытка скорректироваться по S&P. Ну, здесь, во-первых, по Америке, сами видели, вышли данные немножко хуже. Ну, немножко, чтобы синициировало, этого достаточно. Потом по еврозоне решение вышло, оно принято. С одной стороны, для еврозоны это определенный позитив. С другой стороны, покупай на новостях, на ожиданиях продавай на новостях. Плюс, как бы, ну, как ни крути, если Европа будет быстрее восстанавливаться, это, конечно, для мировой экономики плюс. Но надо понимать, что ключевой конкурент США это именно Евросоюз. Так, ну вот сейчас текущая корректировка по S&P, если она 3066 на объеме не пробивает, то это всего лишь выпуск пара, будет консолидация, набор позиций и попытка повторного роста
протестить 3130. Обращаю внимание, что это фьючерс S&P. То есть если сам индекс рассматривать, там значения немножко отличаются. Итак, наверное, сегодня в течение до конца дня мы увидим корректирующее движение вниз. Если не будет пробито 3066.6, а оно, скорее всего, не будет пробито, мы удержимся, консолидируемся и, скорее всего, попробуем еще раз отрасти, сходить на 3130. Если оно будет пробито и пойдет закрепление, возникнет энергия для дальнейшего роста. Если будет отбой, тогда уже пойдет, скорее всего, крупный падеж. Сейчас, скорее всего, наиболее вероятный сценарий сегодня в диапазоне 3087-3115. И здесь оранжевая линия, это 3066. Если сейчас в результате проторговки и отката пробиваем 3066, развивается корректировка по уходу сначала на 3052, потом провал. Но этот провал, он тоже имеет железную поддержку, это диапазон 3046-3008. Вот здесь вот. То есть если посыпется, в этом диапазоне может затормозиться. Но пока здесь такая чисто формальная корректировка идет. Но с другой стороны, как бы час только начался, 16:09 по Москве. То есть если, конечно, сыпанется и будет для начала пробитие 3089-87, то тогда сегодня мы к концу дня можем увидеть тестирование 3066. Для российского фондового рынка это будет не очень приятно. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Ну смотрите, здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть за этот уровень 97.35. Если сегодня разворотная формация, то может на рынках тряска начаться, потому что сразу все начнет падать и посыпется очень сильно. Вот. Пока он здесь удерживается и идет вниз, остается достаточно высокая вероятность того, что на рынках будет продолжаться рост. Ну, тут возникают вопросы, на чем растем. Ну, с учетом текущей ситуации и изменений парадигмы, здесь, мне кажется, надо не задаваться вопросом, а ловить тренды движения, куда оно идет. Так, ну вот часовой таймфрейм. Пытается он отбиться. Он даже до 97 почти сходил. Вот. Ключевой момент, это как сегодня будет закрытие. Вот волшебная линия 97.35. Пробьет он ее и закрепится выше нее, или он уйдет все-таки вниз. Здесь у него есть цель, которую он должен сбегать и отработать. Это 97.52. Вот как только он эту цель добивает, если начинает расти объем, высока вероятность того, что он закрепится выше этого диапазона. И уже сегодня со второй половины дня или завтра с утра начнется рост индекса доллара и ослабление ключевых валют к доллару. Ну и, соответственно, на рынках начнется паника. Так, ну вот индекс страха VIX у нас слегонца скаканул. Пока ничего страшного, но сама тенденция, она несколько настораживает. Разворотная формация внизу движения, задерг назад. И, соответственно, отсюда вполне может пойти и рост. Рост VIX это смерть для фондовых индексов. Так, друзья, далее секундочка, евро-доллар. У нас здесь попытка образования разворотной формации на дневном таймфрейме. Вот, но пока еще не все цели отработаны, не все боеприпасы израсходованы. Поэтому пока не до конца ясно, будет ли сегодня день разворотный. Там все-таки ЕЦБ, он еще там дровишек подбросил. Но здесь дровишки, они обоюдный характер имеют. С одной стороны, это плюс для экономики, с другой стороны, это, в общем-то, ослабление евро, национальной валюты еврозоны. Так, ну вот часовик. Смотрите, здесь какая ситуация. Немножко вот мы ближайшую цель, которую на 1,1294 не добили. Сейчас была попытка разворота, и в настоящее время идет проторговка на хае. Здесь у нас ситуация следующая. Если мы сегодня получаем пробой на объемах диапазона 1,1193, 1,1167, то наиболее вероятно, что это означает конец растущего движения и пойдет спад. Ну и рынки тоже следом посыпятся за евро. Если мы сейчас удерживаемся вот в этом диапазоне 1,1219, 1,1272, то это, скорее всего, в ближайшем времени приведет к пробою верхней границы и движению наверх. Ну и, соответственно, отработка
ближайших целей это 12.93, 13.61 и вообще отдаленная перспектива 1.23, в которую я сейчас не особо уверен на текущий момент. Если такое движение будет развиваться, то, соответственно, мы увидим продолжение роста фондовых рынков. Здесь как бы меня вот смущает только вот этот вот объем на свече, который вышел в предыдущем часе. То есть вот это не очень хороший сигнал, но с другой стороны как бы все равно вниз не пошла. Уровни никакие важные, чувствительные не попробивала. Поэтому здесь еще все может это превратиться в проторговку. И отсюда может вполне последовать дальнейший рост. Поэтому здесь стоит обратить внимание на уровни, как протекает процесс. Вот. Если не пробиваем вот этот диапазон, то даже в случае выхода из этой проторговки на уровне 1,12, но она просто подольше поторгуется, наберет топливо и после этого будет пытаться идти наверх и пробить 1,1251. Вот. Поэтому по евро пока в диапазоне была попытка отлива, но эта попытка она пока завершилась ничем. И поэтому здесь в ближайшее время, если произойдет удержание наверху, то мы увидим дальнейший рост. Если будет пробой сначала одного уровня, потом другого, то оно начнет сыпаться, и на следующей неделе мы уже увидим сильные корректирующие движения вниз по рынкам. Итак, друзья, рубль-доллар. Но, судя по всему, вчерашняя свеча была разворотной. Однако не совсем она там, скажем так, гэп закрыла в полном объеме, хотя цель 68,3 отработана, и поэтому вполне как бы может пойти корректирующий отскок. Конечно, сейчас пока нефть находится на хаях, еще может быть отбой и возврат в этот диапазон. Но текущий момент он предусматривает, что все-таки какой-то корректирующий отстрел должен быть. Тем более пошел рост на объемах. Так, вот рост на объемах пошел. Здесь все как бы как положено, как надо. Так, ну вот немножко отвлекаясь на нефть. По нефти у нас все-таки идет борьба вот за этот уровень 39,7. Вчера, вот видите, с точки зрения свечной формации, отработки значений ранее достигнутых, у нас по сути вероятно произошел разворот на дневке. И разворот это цель его движения, если опираться на дневной таймфрейм, это возврат в диапазон 36,7, 35,3. Для того, чтобы это в ближайшее время не произошло, надо, чтобы было закрепление на хай, пробой 40,53 и движение наверх. Так, ну на 4-часовике идет попытка удержания вверху. Здесь, если не будет пробоя 38,7 на растущем объеме, то вот эта проторговочка, она приведет к тому, что отсюда пойдет движение вверх и тестирование и пробой 40,53 вот этого достигнутого максимума. Судя по динамике движения, потому как здесь распределение объемов идет, вполне как бы мы сегодня-завтра можем увидеть как минимум тестирование вот этого значения. Так, сейчас вот по часовому таймфрейму по нефти идет растущий канал. Если в ближайшее время мы не пробьем 39,1, 38,9 по часовому таймфрейму, здесь у нас проходит определенный диапазон, который будет удерживать от движения вниз. Если этот диапазон не пробиваем, то в рамках растущего канала ближайшая цель движения будет находиться в диапазоне 40,3-40,53. И в случае пробоя на объеме 40,53 и закрепления, дальнейшее движение на 47,50. Сейчас, если этот уровень пробиваем, развивается корректирующее движение, цель которого по часовому таймфрейму уход на 38,5 и ниже. Вот. Итак, сейчас все-таки по часовому таймфрейму, я думаю, будет попытка закрепления на 39,6, 39,7. Вот. Если все-таки мы этого не увидим, пойдем тестить нижнюю границу и пробьем, то, соответственно, это будет негатив для нашего рынка и дополнительный негатив для рубля. Итак, возвращаясь к рубль-доллар, что у нас здесь получается? Пошло движение по росту доллара против рубля. По дневке цель движения находится в диапазоне 77, 71,5. Вот сюда вот. Так, по 4-часовому таймфрейму сейчас либо будет пробитие 69, 69. Если такое пробитие на объеме произойдет, сразу пойдет задерг, цель которого 70,6.
Если сейчас будет отбой от этого диапазона, то возможен корректирующий откат. Цель этого отката потестить 68-56, вот эту вот оранжевую линию. Вот. Далее здесь либо закрепление роста объемов, и тогда через какое-то время последует все равно попытка роста доллара. Если сразу будет пробитие на растущем объеме, то пойдем сначала торговаться в этот диапазон, потом по факту пробития 68.21 развивается движение, конечная цель которого 66. Вот. Но если нефть не вырывается на 47, то есть если она 39,7 пробивает и закрепляется, то цель движения становится в районе 47 долларов. Если такого движения не происходит, то вероятность отката и движения рубля по укреплению на 66, я думаю, она очень мала. Здесь, скорее всего, сейчас по шагам при текущей нефти и при более низких значениях мы увидим постепенный откат и укрепление доллара к рублю. Вот. Может быть короткий задерг на 47, потому что там еще волшебный физик накупил лонгов во фьючерсах по нефти. Но я думаю, это надолго не продлится, и даже если будет такой задерг, мы по рубль-доллар увидим короткий провал доллара до 66 рублей, и потом наиболее вероятно вернется в этот же диапазон и постепенно начнет расти. Сейчас, скорее всего, никакого резкого роста не будет доллара к рублю. То есть либо диапазон, либо может быть еще укрепление с задергами продлится. Вот. Но я думаю, до конца июля ситуация более или менее для рубля благоприятная, если только не произойдет обвалов цен на нефть или каких-то геополитических потрясений. Так, далее евро-рубль. Но евро-рубль здесь уже как бы вполне закономерно прошел разворот. Сегодня даже отработали цель на 78,2. Да, 78,2 сегодня отработали. Теперь вопрос в закреплении вот в этом диапазоне, который идет. Сейчас мы посмотрим на часовом таймфрейме. Ну, в общем, здесь сформировалась цель движения по евро-рублю. Ближайшее это 79,96,80. То есть самое ближайшее время, если продолжится текущая тенденция, может быть задерг. Но этот задерг пойдет только в том случае, если будет отработана цель 79,12 и здесь произойдет закрепление. Вот если сюда приходим и здесь начинаем закрепляться, торговаться, то следующий рывок будет в районе 80. Так, ну вот часовой таймфрейм евро-рубля. Здесь как бы вообще вот формирование такой вогнутой формации, которая потом приведет к рывку на 80, если сюда придем и начнем торговаться рано или поздно. Здесь у нас сейчас попытка разворота и корректирующего отката на вот этот вот красный уровень, точнее в диапазон 77,5, 77,68. Однако есть вот эта вот цель 78,5. Сюда он придет. Вот сейчас, если не будет разворота на этой свече, то я думаю, сегодня вполне можем дойти и отработать эту цель. Далее, если здесь начинается набор позиций и проторговка, последует дальнейший рост. Если падение объема и сразу разворот, то мы увидим отсюда корректирующий откат, цель которого будет отработка вот этого диапазона 77,73, 77,5. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание.